Люди, как вы мне дороги. Еще пандемия-то. Так-то дышать тяжело, тут еще и намордник одевать приходится. Хорошо в машине, но в пробке мозги не меньше плавятся. Может купить электросамокат и гонять с ветерком? Никакого общественного транспорта и пробок. Когда я вбиваю в поиск «купить электросамокат» или «электросамокат цена», я надеюсь увидеть лучшее предложение на рынке. Где предложат подешевле? В каком магазине действующие акции и скидки? В конце концов, может в качестве бонуса есть дополнительные опции, типа крепления для телефона или, чем черт не шутит, даже полноценная гидроизоляция в подарок. Неужели нам с вами, как покупателям, главное урвать скидку в 500 рублей или получить на халяву какую-то приблуду, цена которой, кстати, наверняка уже вшита в сумму электросамоката? Вам не кажется, что такое поведение присуще очень недалекому потребителю, которого будто на ярмарке пичкают разного рода заманухами? Давайте будем откровенны по отношению к самим себе. Что для нас важнее, скидка здесь и сейчас или долгий срок службы электросамоката? Что в приоритете? Подарок от магазина или отсутствие геморроя в будущем в совокупности с удобством сервисного обслуживания? В данном видео мы вместе рассмотрим ситуации, когда человек очень сильно рискует при покупке электросамоката. В этом ролике вы также найдете реальный чек-лист, на что необходимо обращать внимание и какие вопросы задавать менеджеру магазина при покупке электросамоката. И должен прояснить ситуацию сразу. Я ничего не продаю и процента с этого не имею. Я просто очень сильно люблю электротранспорт в целом и хочу, чтобы люди наслаждались поездкой на электросамокатах, а не занимались вечным ремонтом, вложением денег и тратой собственных времени и нервов. Все мы хотим сэкономить, но вы не сможете не согласиться, если я скажу, что экономия должна быть здравой. Итак, топ-3 мест, где купить электросамокат равнозначно покупке кота в мешке и является неоправданным риском. Первое. Торговые площадки по типу разных Али. Здесь важную роль играют не только трудности перевода, но и удаленность продавца. Чаще всего люди получают не тот товар, который заказывали. Отправка обратно в случае несоответствия товара происходит за счет покупателя. Сумму потом вернут, но и здесь все будет зависеть от вашей настойчивости и количества потраченных нервов. Сбор скриншотов, переписка со службой поддержки сайта и постоянного давления на продавца. Но главное, даже в случае удачной покупки напрямую из-за рубежа, вы лишаетесь гарантийного обслуживания в стране своего пребывания. То есть, если электросамокат внезапно сломается, вам все равно придется пройти через все, о чем сказано выше. Отправка, переписка, время ожидания и так далее. А тем временем сезон пролетит, вы и не заметите. Второе. Покупка электросамоката с рук через социальные сети или площадку частных объявлений. Если вы не разбираетесь в электронике, то придется верить человеку на слово. Что он не залезал внутрь, не химичил с электроникой, не катался по лужам и вообще электросамокат до сих пор на гарантии. Третье. Купить электросамокат в магазине всякой всячины или еще чего хуже, продуктовом гипермаркете, где просто нет знающих специалистов. Сюда же необходимо отнести громадные интернет-порталы и онлайн-гипермаркеты. Основная проблема – отсутствие специализированных сервисных центров, в которых можно быстро решить проблему по гарантии. Извините, если что-то случится, мне куда обращаться? Звоните или пишите нам, мы всегда рады помочь. Хорошо. 3 days later. Здравствуйте. А у меня с самокатом что-то случилось. Могу я его поменять или вернуть по гарантии? Здравствуйте. А у вас в документах есть адрес производителя. Свяжитесь с ними, пожалуйста, они решат эту проблему. Но во время покупки вы сказали, что я могу обратиться к вам. Да, конечно. Вы к нам обратились, и мы вам помогли. Сказали, куда пойти для решения вашей ситуации. У вас остались еще вопросы? То есть эти самые киты, торгующие в розницу всем подряд, просто отправляют вас в провинцию Сунь-Хунь-Вынь по адресу производителя, контакты которого указаны в документации к электросамокату. Скупой платит дважды, дурак трижды, а лох платит всегда. Что такое МРЦ и почему на эту аббревиатуру нужно обращать особое внимание? МРЦ – это минимальная розничная цена, устанавливаемая и контролируемая производителем. Она может меняться, причины бывают разные, от скачков курса валют до смены фабрики в Китае.
Если кто-то из магазинов-дилеров продает товар ниже установленной цены, то с ним просто расторгают сотрудничество. И единственное, чем он сможет торговать в будущем, это будут дешевые подделки. Если вы услышали данную аббревиатуру от менеджера или увидели ее на сайте во время заказа, то можно спокойно выдохнуть и смело прекращать поиски более низкой цены. Вы, конечно, можете позвонить в другие магазины, чтобы удостовериться, что на данную модель действительно есть МРЦ и какую сумму она составляет. Однако чаще всего это пустая трата времени и проще посмотреть цену на сайте самого производителя. Так а почему бы сразу не зайти на сайт производителя и не сделать заказ у них? Ну, во-первых, производитель очень редко вкладывается в рекламу на уровне розничных покупателей, и найти его будет не так-то просто. Все же он больше заинтересован в магазинах и дилерах. Во-вторых, производитель мыслит масштабно оптовыми ценами и розничную цену на сайте попросту может не указывать. В-третьих, производитель не будет заморачиваться из-за одного или двух электросамокатов. Вы не сможете приехать к нему на склад, распаковать электросамокат, посмотреть и покататься. В-четвертых, если вам понадобится доставка, производитель также не станет гонять машину для транспортировки одной единицы техники. Все, чего вы добьетесь от производителя, это озвучивание МРЦ по телефону или на сайте. Ну или как максимум предложение ознакомиться с контактами ближайших к вам магазинов-дилеров, где товар продается в розницу. Заманчивые предложения на актуальные темы валятся со всех сторон. Только у нас при покупке электросамоката пачка масок, перчаток и санитайзер в подарок. Купи электросамокат и получи держатель для телефона. Предсезонная распродажа электросамокатов по цене от производителя. И ведь вас не обманывают, все акции действительно работают. Что касается подарков, их цена, скорее всего, заложена в стоимость транспортного средства. Что касается электросамокатов по цене от производителя, смотрите предыдущий пункт МРЦ. И здесь магазины действительно готовы предложить подарки в качестве аксессуаров. Но все же стоит понимать, менеджеры — это не волонтеры, а магазин не является центром помощи на безвозмездной основе. Продавцы в магазинах тоже люди, которые хотят кушать. Ничего личного, просто бизнес. Если бы в нашей стране не было предпринимателей, мы бы до сих пор стояли в очередях за продуктами. По итогу нет ничего плохого в том, что на рынке существует огромное количество интересных предложений, но зачастую среди всего этого многообразия мы попросту забываем о самых важных вещах при покупке электросамоката. Что тебя, интересно, заставило купить электросамокат в магазине «Электрофорес и компания»? Слышь, на самом деле, знаешь, как я круто сэкономил? Во-первых, я взял его за 24 700 вместо 25 штук. Плюс у меня фонарик и держатель для телефона с 50% скидкой. А еще обещали прислать купон на скидку на следующую покупку. Ну окей, а в нашем городе есть сервисный центр по обслуживанию? В смысле? В Коромысле. Если сломается, ты его будешь по почте за свой счет отправлять? Ты уверен, что не подделку купил? Сертификат дилера спросил? У них реальный магазин с товаром вообще существует? Я не пойму, ты электросамокат покупал или фантик со скидкой и крепление для телефона с фонариком? Да, друзья, мы сами того не понимая, зачастую теряемся в мелочах. Это порой происходит с каждым из нас и даже со мной. Теперь, когда вы знаете, где покупка электросамоката может превратиться в сомнительный квест и нервотрепку, узнали, как формируется цена и в курсе приемов маркетологов, давайте перейдем к чек-листу основных вопросов, ответы на которые просто необходимо получить от магазина до покупки электросамоката. Предполагаем, что вы уже знаете, какой электросамокат вам нужен, посмотрели кучу обзоров и сами готовы давать консультации по поводу выбранной модели. Если это не так, то для начала выберите транспортное средство, которое подойдет именно вам. Как это сделать легко, вы сможете узнать, посмотрев видео, как выбрать электросамокат, нажав вот на это окошко в конце данного ролика, или перейти на него прямо сейчас по ссылке, которая появилась в верхнем углу экрана. Итак, обращение в магазин, чек-лист, поехали! Является ли магазин официальным представителем бренда на территории страны? Есть ли сертификат дилера? Есть ли сервисные центры по обслуживанию электросамокатов в вашем городе? Сколько лет существует магазин на рынке? Наличие физической точки продаж, чтобы приехать и посмотреть электросамокаты вживую. Прочитайте отзывы о выбранном магазине, социальные сети и их активность. На сегодняшний день добросовестные магазины ведут активную деятельность в социальных сетях, имеют свой YouTube-канал с живой аудиторией и отвечают на вопросы зрителей в комментариях. Наличие постоянной обратной связи гарантирует, что магазину невыгодно обманывать своих покупателей, что магазин нацелен на развитие и выстраивает долгосрочные отношения со своими покупателями.
Подведем итоги. На сегодняшний день, чтобы купить надежный электросамокат и наслаждаться поездками, необходимо искать не саму модель с низкой ценой, бонусами и акциями, а магазин, который будет отвечать за качество данной продукции. Ищите магазин, который успел зарекомендовать себя на рынке и заботится о своей репутации. Чек-лист с вопросами вы найдете в описании к этому видео. Я, в свою очередь, хочу поблагодарить руководство магазина Геросмарт. Ребята дают технику на мои испытания и позволяют проводить съемки на территории их магазина. Спасибо за просмотр, вы самые классные. Подписывайтесь на канал, впереди, как всегда, очень много интересного. До новых встреч на просторах Ютуба. И должен сразу прояснить ситуацию. Я не занимаюсь продажами и не имею от этого процентов.